Всем привет! Сегодня приготовим обалденную вкуснятину из обычного кефира и простой ряженки. Если у вас не продают ряженку, ее можно заменить обыкновенным несладким йогуртом. А для начала берем два блюдца. В каждое блюдце засыпаем по 10 грамм желатина, заливаем их кипяченой холодной водой и дадим желатину несколько минут для того, чтобы он хорошо разбух. В каждое блюдце воды нужно добавить примерно по 30-40 грамм. Для первого приготовления, для первого слоя возьмем глубокую посуду, в моем случае это будет мерный стакан из блендера. Отправляем в этот стакан полностью весь кефир из пачки, в моем случае это 450 грамм кефира. Сразу же в кефир отправляем 1 столовую ложку какао, вот так с горкой. 1 чайную ложку растворимого кофе, любого по вашему желанию, 1 большую столовую ложку с горкой сахара. Забегая наперед, скажу, что если вы не худеете и любитель сладкого, сахару нужно добавить больше. Ну а дальше берем миксер или же блендер с насадкой венчик, как у меня, и очень хорошо все перемешиваем, что у вас есть стаканчик. Перемешивайте примерно 3 минутки до тех пор, пока полностью растворится весь сахар, а масса в стаканчике у вас станет немного воздушная. После того, как вы все хорошо размешали, берем одно блюдце с желатином. И сейчас желатин нам нужно будет распустить. Я его буду распускать в микроволновке. Микроволновку нужно будет включать 3 раза, примерно где-то по 15 секунд. И самое главное, желатин у вас в это время не должен пригореть и должен стать вот таким вот жидким. Если нету микроволновки, распускайте желатин просто на водяной бане. Опять включаем блендер, на небольших оборотах начинаем все взбивать и отправляем в эту чашу полностью весь желатин из первого блюдца. Еще несколько секунд нужно все хорошо перемешать, чтобы желатин равномерно распределился по всей жидкости. Далее нам понадобится любая формочка. У меня сегодня будет силиконовая. Если нету силиконовых или любой другой формочки, можно просто разлить все по тарелкам или же по блюдцам. Отправляем полностью все вот так вот в силиконовую форму и оставляем примерно где-то на 10-12 минут для того, чтобы первый слой немножко схватился. Пока первый слой будет схватываться, мы будем готовить второй слой. Полностью все 450 грамм ряженки отправляем в этот же стакан. В стакан с ряженкой добавляем 1 чайную ложку без горки любого кофе, 1,5 столовые ложки сахара. К сожалению, на видео этот момент не попал. В ряженку сахар нужно добавлять обязательно. А вот вместо какао в этот слой я хочу добавить натертый темный шоколад. Шоколад я натер на мелкой терке и отправляю сюда примерно 6-7 чайных ложек. Опять берем блендер с венчиком и очень хорошо все перемешиваем. Сахар и кофе должны будут хорошо раствориться, а вот шоколад так и останется крупинками. Масса с ряженки станет намного воздушнее, нежели масса с кефира. Точно так же распускаем желатин со второго блюдца и отправляем его в этот стаканчик. Хорошо перемешиваем. Затем все, что есть в стаканчике, отправляем в форму, наверх на шоколадный слой. И у нас получится двухслойный, нежно-воздушный торт, который будет похожий на птичье молоко, но немножко не с тем вкусом, и я бы сказал, что намного вкуснее. Затем отправляем вот это все в холодильник примерно на 30-40 минут, для того, чтобы все хорошо застыло. И можно будет подавать к столу. Через 40 минут достаем все из холодильника. Небольшими движениями вот так вот стараемся отклеить от силиконовой формы наше изделие. Берем тарелку, подходящую по размеру, и стараемся перевернуть все аккуратно, чтобы у вас нигде ничего не повредилось. Снимаем силиконовую форму и вуаля, вот такая вот необычная красота у нас получается. Берем нож, разрезаем все на порционные кусочки и наслаждаемся очень вкусным, шикарным и обалденным десертом. Вкус получается у этого десерта необычный, кисловато-сладкий, но очень-очень обалденный. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Рекомендую вам приготовить и попробовать хотя бы раз вот такой вот десерт, и вы поймете, как же это все просто, дешево и очень-очень вкусно. Если вам понравился такой вот рецепт, обязательно поставьте лайк. Если не понравилось, пишите в комментариях, что именно вам не понравилось или что же я сделал не так. Ну а мы с вами, я надеюсь, встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!